Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о моей косметичке на самый-самый конец, получается, января, ну и на весь февраль. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. По традиции я показываю только то, что добавляю в свой уход. Все остальное стоит в ванной. Хотя сама я очень люблю смотреть видео, когда приносят все баночки. Но дело в том, что я снимаю лайф-влоги, частенько снимаю в ванной, поэтому, в принципе, можно и так понять, сколько у меня косметики там. Ну что ж, давайте приступим. Еще такой момент, что, может быть, я покажу что-то, что показала в том видео, но это не так много будет таких продуктов, потому как я в конце декабря уехала в Питер и приехала только там 19 января, поэтому что-то так и осталось в запасиках стоять, ну, как-то так. Значит, первое, что я покажу, это шампунь. Вот такой вот в объеме 250 мл, банановый, для всех типов волос. Это лаборатория Helix Cosmetic, Краснодар. Бюджетный, стоил в пределах 120 рублей. Написано, что мягкий шампунь для ежедневного использования с экстрактом банана, питательный, успокаивающий, защищает структуру от повреждений, сохраняет природную гладкость. Я не знаю, я на это не рассчитываю. Как по мне, шампунь, если хорошо моет волосы, то и слава богу. А если приятно пахнет, то тем более. А я только что забрала этот шампунь с Wildberries, поэтому ничего сказать не могу, кроме того, что шампунь был упакован в пупырку. А вот здесь вот был наклеен аккуратно скотч, чтобы ничего не открылось. То есть как бы продавец постарался. Я помыла 2 раза руки, чтобы оценить аромат, посмотреть, как пенится. Пенится даже на руках не очень сильно. Это для меня нехорошо. Я люблю, когда шампунь до скрипа промывает волосы, но кто знает, может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что придется волосы 2 раза мыть. Это меня, честно, напрягает. Изначально я положила в корзину в таком же объеме шампунь «Чистая линия». Он стоил даже дешевле. И шампуни «Чистая линия» мне всегда подходят. Абсолютно полностью меня устраивают. И вообще я обычно не склонна менять уход, который мне подходит. Но тут я еще увидела вот бананчик, и мне что-то так захотелось. Думаю, хочется чего-нибудь новенького, хоть иногда. Поэтому взяла. Да ладно, если не подойдет, закажу «Чистую линию», а этот пущу как гель, как жидкое мыло, не страшно. Аромат действительно пахнет бананом, но я не скажу, что прям вау, как ярко, и там есть еще какая-то нотка. То есть это не чисто банан, но аромат приятный. Естественно, это не фаберликовская вот эта серия Beauty Cafe с бананом, это не литуалевский банан, но в любом случае. Следующее, что покажу, опять же, если по уходу за волосами, я обычно всегда для облегчения расчесывания волос использую спрей Avon Naturals, крапива и лопух. Но сейчас он у меня подходит к концу, я буду его повторять, когда там подружка будет в Avon заказывать. А пока у меня в запасах вот столько осталось. Fix Price приобретала от Green Mama регенератор и лосьон для сухих и тонких волос. Здесь сила целебных растений, что-то такое, гречиха и малина. В общем-то, аромат нормальный, как по мне. Пользовалась какое-то время, потом вот перешла на Yves Rocher, на Avon, потом плотно подсела и, в общем-то, не собираюсь уходить от спрея крапивы и лопух. А этот вот как-то стоял в запасиках. Жалко было выбрасывать, надо будет добить, а там как раз, может, и заказ будет в Avon. А еще по уходу за волосами в этот раз прям
несколько средств, а это для меня редкость, потому что волосы я мою один раз в неделю, а иной раз один раз в 2 недели, потому что они у меня, по счастью, не сильно пачкаются. Вот. Хотя сейчас я стала использовать в качестве бальзама эти сашетки от краски Faberlic, и волосы приходится мыть, да, действительно раз в неделю, а иногда даже чуть чаще, потому как жирниться стали из-за этого бальзама, который все так любят. Я не знаю, может быть, он действительно что-то хорошее делает, но я просто уже, ну, как, столько сашеток, ну, выбрасывать не хочется, поэтому пользуюсь. Надо их немножко, знаете, подрастрясти запасы. И следующее средство — это Планета Органика Био Макадамия Кератин спрей для легкой укладки волос. Короче, для сухих и нормальных волос вот такой вот бутылек в объеме 170 миллилитров. Он был в составе какой-то коробочки, ну, в том плане, что там еще было несколько средств, насколько я помню. И я их использовала, а этот спрей, ну, я изначально вообще не почитала, думала, что он для облегчения расчесывания. Ну, в общем-то, он действительно расчесывание вроде как облегчает, но я его отправила в Питер. Он у меня там стоял. А в мае как раз 2022 года мне потребовалось накрутиться, и я поняла, что очень хорошо волосы с этим средством накручиваются. А тут мне, когда в Москве потребовалось, сейчас я сразу покажу еще одно средство, я подумала, что нужно что-нибудь бюджетненькое купить. И я хотела приобрести вот такой мусс от марки «Каждый день», объем для укладки волос 150 миллилитров. Он, кстати, стоил 65 рублей. Ну вот, но не было. И когда я поехала в Питер, я решила, ну что он там стоит. Я, конечно, довольно часто бываю в Питере, но все равно здесь он мне типа нужнее. И взяла. Вот. Изначально у меня было как в планах? Купить до отъезда мусс, попробовать, если он мне не очень зайдет, отправить в Питер, а этот забрать. Ну, сейчас в итоге оба спрея у меня тут, я этот буду тестировать и дальше выберу, что отправится. Ну, конечно, логично было бы все-таки обратно вот этот отвезти, потому что тут совсем немножко. Ну, буду пользоваться, потом расскажу в пустышках, во влогах. Кому интересно, смотрите. У меня еще есть еще одно средство. По-моему, так, сейчас минутку. Да, для волос это детское средство от Faberlic. Кошка манго с блесточками. Так вот встряхивается. Я когда-то покупала по распродаже по срокам годности. Ну, действительно, блестки такие очень деликатные. Аромат обалденный, пахнет манго. Очень вкусно. Соответственно, я думаю, срок уже прошел. Но, да, конечно, прошел 100%, потому что он как бы и продавался за копейки. Но аромат не изменился. Я периодически пользуюсь. Но он у меня стоит в запасах, и так я его никогда не добью. Я лучше поставлю в ванную. Ну, вроде бы с волосами закончили. Теперь уже можно показать остальное. В качестве жидкого мыла я хочу использовать из серии Beauty Cafe штрудель с мороженым. Мыло от Faberlic, как все знают, очень качественное, хорошее. Объем здесь 300 миллилитров. Обалденный аромат, прям, ну, очень мне нравится. Но, как мы знаем, в каждой линейке Beauty Cafe на каждом продукте разные этикетки, и это не просто так сделано. Собственно, ароматы у них немножко отличаются. Где-то чего-то больше, где-то чего-то меньше. И мне очень нравится жидкое мыло по аромату, нравится гель для душа, но не понравился лосьон для тела. Грязными носками пахло, точнее воняло. Кстати говоря, нет, для волос мы не все еще
Я, наверное, в тот раз показывала, что начну вот это от Estelle средства Кикимора. Разглаживающий крем-филлер для волос. Водоросли, торф. Конечно же, надо что-нибудь уронить. Объем 100 мл. Ну, вот так вот выглядит. Аромат обалденный. Расход, мне кажется, большой, хотя, может быть, это и мне так кажется. Насчет, что он делает, не делает, не знаю, но использую вот после мытья, наношу на волосы. Плохого точно ничего нет. И хорошо, что я вспомнила, с волосами все-таки не закончено. У меня от Faberlic Expert закончился очередной бальзам флюид для секущихся кончиков волос. И вот у меня есть еще один такой в запасе, вроде бы один. Жаль, средство хорошее. Я не знаю, есть сейчас он в Faberlic или нет. Если есть, то потом будет как раз-таки повод заказать, потому что средство классное, наносить его надо только на кончики. В общем, супер. Хватает меня надолго. У него, в принципе, минимальный расход, а мне так и подавно. Ну, теперь вроде реально с волосами закончили. Покажу лосьон для тела, который буду использовать. Ну, весьма у меня, конечно, странный выбор, не удивляйтесь, но просто нужно будет доиспользовать. Лосьон, он даже как бы не... Короче, он для ухода за больными людьми. От Абена. Это как бы и лосьон, он типа как и очищает. Я объем 500 миллилитров, вот такой вот. Я его когда-то покупала, когда у меня мама лежала в реанимации. Вот. И такое, еще какое-то. Несколько отвезла в Питер. Ну, там тоже попользовались, но теперь он уже тоже без надобности, поэтому один такой бутылек у меня там стоит в ванной. Ну и я уже решила, надо им воспользоваться здесь. Он очень хорошо ухаживает действительно за кожей. Ну, насчет очищает, но я думаю, да. Ну, я-то в душ хожу, поэтому чисто буду использовать в качестве лосьона. Здесь вот еще вот столько. То есть это довольно много. Ну что ж, буду пользоваться. А в Питере у меня еще какой-то. Так, что еще? Гель для душа. У меня сейчас заканчивается от Palmolive гель. И еще пена для ванны стоит, которую я тоже использую иногда как гель для душа. Там классный аромат. Ну, в общем, от Натуры Сиберика, там типа миндалем пахнет, мне это очень нравится, но я его редко использую, такое долгоиграющее средство. И сейчас решила достать из запасов Avon Senses пленительные моменты безмятежности в объеме 250 мл. Что здесь у нас? Восточная орхидея и малина. Ну, кстати, классно. Изначально мне аромат не понравился, много чего я раздарила. Я тогда купила сразу или 12, или 15 разных гелей, потому что только зарегистрировалась, хотелось все попробовать, и там еще была акция, то есть было выгодно взять 12 штук, там прям за какие-то копеечки, рублей за 30 чем-то, что ли, или за 40 один гель, мне так кажется, был. Но это, по-моему, 15-й, что ли, год. Короче, выгодная покупка. Но этот так получилось, все-таки уже остался у меня. Аромат мне не нравился, и на все гели Avon Senses вообще у меня аллергия. Вроде бы потом как-то я несколько гелей купила, которые меня интересовали. У меня на них не было аллергии. Но не знаю, то ли в составе геля что-то изменилось, то ли во мне изменилось, но это мы посмотрим вот как раз на этом продукте, потому что я им, как видите, пользовалась, и аллергия на него была. Если не зайдет, будет жидкое мыло, ну или жидкость для мытья посуды. Я знаю, что используют данное средство, ничего страшного. Главное хорошо промыть. Так что буду смотреть. Ну, если будет на него аллергия, значит действительно сейчас гели немножко с другим составом. Если все нормально, значит во мне что-то изменилось, тоже плюс.
И аромат сейчас я прям хорошо воспринимаю. В качестве интимки у меня будет, как всегда, от марки «Каждый день» жидкое мыло в объеме 250 мл. Мне оно нравится, и я им пользуюсь не первый год. Но здесь нет молочной кислоты, или как она там называется, поэтому я знаю, что для многих девочек это важно, поэтому имейте в виду, значит, вам не подойдет. Ну, а мне нравится, я пользуюсь. Единственное, что до последнего момента у меня были запасы данного продукта, и мне очень нравился аромат. Он из бутылька был очень насыщенный, концентрированный и рисковатый, но все равно хороший. А при соприкосновении с водой он становился просто бомбическим. И я даже думала в качестве геля использовать. Но вот здесь мне кажется, что аромат немножко изменился. Могу ошибаться. Он вроде как тоже такой приятный, но вот, знаете, что-то изменилось. Но я потом в пустых баночках и, самое главное, во влогах расскажу, потому что средства мне хватает надолго, и, конечно же, в пустышках не скоро окажется. Ну вот, к сожалению, все меняется. В качестве геля для душа я добавлю еще один гель. Это уже от Organic Kitchen, баночка с удачей. Утренний гель для душа для хорошего дня с органическим новозеландским клевером и маслом зеленого кофе в объеме 100 мл. Это мне дарили, ну, кто-то из моих учениц, либо Катя, либо Аня. В общем, обеим спасибо, потому что девчонки по нескольку баночек мне подарили разных, и это было давно, поэтому вот. Я периодически вспоминала, думаю, надо поставить в ванную, но храню я эти баночки в холодильнике, поэтому забываю. Гель вот так выглядит. Он густой, тягучий. Аромат приятный. Какой-то вкусненький такой. И даже кажется, что здесь какой-то мелкий шиммер присутствует. Ну, тоже в пустышках и в процессе расскажу. Использовать его буду не утром, а в принципе утром я редко душ принимаю, мне не нравится по утрам. Также я забрала из Питера тонер от Novasweet, потому что мне он нравится, он у меня, в общем-то, в постоянном уходе. Я забрала из каких соображений? Стоит он там давно, здесь я пользуюсь чаще, чем в Питере, поэтому там я могу обойтись сашетками, еще чем-то, ну или просто в следующий раз приобрету. Здесь он нужнее. Ну, я уже вот как приехала и там пользовалась, и здесь, поэтому, ну, его немножко здесь добью и все. Ну вот так тоже бывает. Я увожу из Питера какие-то вещи исключительно из таких вот соображений. Что-то нравится, наоборот, что-то туда привожу. Я всякие пробники там оставила, которые брала. Вот. Исключительно из этих. Но это так, если что, кто-то что-то будет додумывать. Вот. Крем для рук. Если от Флорисан огромная бадья закончится, то я возьму от Avon Care вот этот вот восстановление масла кокоса для сухой и очень сухой кожи, 75 мл. Кожа у меня нормальная, но, короче, мне не важно, какой крем. Старалась, это мне Марина Алиман дарила, привет, огромное спасибо тебе за подарок. Я долго держала его в запасах, потому что безумно нравится это оформление, но в любом случае нужно пользоваться, поэтому вот. Более того, даже если уже весной придется его достать, все равно буду пользоваться. Это не так важно для меня. Да, аромат очень приятный. Намазала сразу руки. Оформление шикарное. Вообще. Самое лучшее, какое может быть. В качестве крема для ног у меня, как водится, от марки «Каждый день»
с чистотелом в объеме 50 мл. Для базового ухода крем прекрасный. Если, конечно, ноги убитые, то надо что-то более основательное, а так замечательно. Сейчас у меня другой крем, но в основном у меня в запасе много вот таких тюбиков. Далее крем для рук в косметичку, ну, в смысле там в сумочку, в рюкзак. От Faberlic вот такой крем в объеме 30 мл. Это бальзам даже для рук. Интенсивное восстановление, ши, пантенол, облепиха. Масло облепихи. Ну, аромат, знаете, такой зеленый. Возможно, не всем понравится. Мне нравится. В принципе, они к разным праздникам делают оформление, меняют. В коробке 3 таких малышки. Я брала, чтобы распотрошить и как дополнение к подарку, и один оставила себе. Мне вот этот прям тюбик больше всех понравился по цвету. По качеству тоже крем очень достойный. Как раз у меня до этого был крем от бабки Агафьи, там и аромат шикарный, и качество тоже хорошее. Я пользовалась здесь в Москве и уже закончила в Питере, там показывала в пустышках. И еще от Faberlic такая же малышка в пустышках была, только в другом оформлении, там то ли к 8 марта, то ли еще что-то, тоже хороший. Я в прошлый свой приезд не добила и добила в этот. Далее, значит, от Avon Naturals лосьон спрей для тела нежный миндаль и ландыш в объеме 100 мл. Надо вот и использовать. У него такой, знаете, аромат довольно насыщенный, теплый, какой-то зимний, поэтому вот и добью. Я как-то подостыла к этим спреям. Нет, они мне по-прежнему нравятся, но я не знаю, то ли лень. Но я думаю, что сейчас я буду больше уделять внимание косметике, так как я просто поняла, что со съемкой видео раскрасок антистресс я стала деградировать. То есть ты сидишь, снимаешь видео, раскрашиваешь, и банально стала сходить даже в душ лень. Вот честно, до смешного. Мы иногда смеемся с другими девочками, что действительно до чего докатились. Хотя, может быть, раньше, когда я прям постоянно снимала про косметику, может быть, конечно, тоже было все утрировано, когда прям по нескольку раз в день что-то там на себя мазали, мылись там. Может быть, это тоже было слишком. Потом это как-то все поуспокоилось, но было адекватно, а сейчас что-то вот как-то, да. И еще 2 средства, которые я покажу. Это, во-первых, я в Литуаль покупала для себя вот такой хайлайтер Sakura. Он недорогой, какой-то бюджетный, мне кажется, рублей 100, а я еще и баллы списывала, было бюджетно. Я из Питера привезла. Ну, просто они же дают за регистрацию баллы. Я любимого зарегистрировала, мы пошли. Но там было не все, что я хотела, и я думала, потом вернусь. Но, в общем, в итоге я баллы не потратила. Они, наверное, сегодня какое? Вчера сгорели. Вот, но это не важно. Короче, это первый мой хайлайтер, поэтому мне сравнить не с чем, честно говоря. Но мне он понравился. В чистом виде нет. Я бы не стала использовать, уж слишком все блестит. А вот я почитала, как другие используют. В крем, в тональный, капельку. Ну, если добавить 2 небольших капельки, то прям так основательно будет сиять, но все равно не вульгарно. А если капельку, то прям вообще такое нежное-нежное свечение, что, собственно, нравится. Иногда, конечно, людей это удивляет, ну, знаете, мне без разницы. Потому что, ну, сейчас уже актуально такие средства. Какие-то есть моменты на коже, да, от которых хочется отвлечь. Пока я еще не дошла до ботокса, хотелось бы, но у меня любимый против, в принципе. Хотя, знаете, я не считаю, что ботокс это плохо, потому что если не злоупотреблять, он вообще, по идее, если есть такой момент, когда ты хмуришься, еще что-то, то, наверное, надо и в молодости применять ботокс.
какое-то время, может быть, 1-2 раза, чтобы выработать эту привычку, знаете, чтобы не было этих морщин. Ну да ладно, в общем, помогает, внешне так лучше все выглядит. Хотя я не скажу, что у меня как-то глобально с этим проблема, но она есть, тем не менее. Не все нравится. Это нормально. И еще, что я из декоративки добавляю, это тушь для ресниц. Вот такая вот. Я ее вчера забирала на Wildberries, и эта тушь стоила 81 рубль. Бюджетно, но, вы знаете, на 100% я не могу еще сказать, что она прям вау, рекомендую, но процентов на 90 она мне понравилась. Она не склеивает ресницы, не делает паучьи лапки, она удлиняет их, особенно в 2 слоя, а это как бы нормально. Кисточка силиконовая, она хорошая, хотя к ней немножко приноровиться надо, но не самая плохая. Аромат очень нежный, ненавязчивый, такой приятный. Я вчера и сегодня ей воспользовалась, но я под снег и вчера, и сегодня попала, но это буквально в 5 минутах ходьбы от дома, поэтому я не могу сейчас сказать, насколько это хорошо. Следите за хобби-влогами, потому что тушь у меня служит и по полгода. Но вообще за свои деньги то, что я уже увидела, мне понравилось. А так я люблю тушь от Faberlic. Просто у меня, я уже рассказывала, я люблю вообще продукцию Faberlic, но у них бывает так, что то одного нет в наличии, то другого. Мне сейчас, в принципе, при моих запасах не так много чего надо. Поэтому не знаю, может быть, будет заказ в ближайшее время, может быть, нет. И честно, вот опять же, вроде у меня тушь по максимуму от Faberlic мне нравится, она меня устраивает, она надежная. Она не водостойкая, но при этом она долго держится, то есть, ну как долго, целый день держится, снег, дождь выдерживает, но при этом легко смывается. Меня устраивает. И я не склонна менять свой уход, но иногда все-таки бывает, знаете, ну хочется чего-нибудь новенькое, и сейчас вот я говорю, чем я буду ждать заказ, еще что-то, я лучше вот в моменте закажу на Wildberries, а там посмотрим. В общем-то, это все, что я хотела вам показать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Instagram 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.